каким образом происходит эта вакцинация? Не путайте, это не прививка в нашем понимании, это чипирование. Молчите, думать мешаете. Ой, это шах. В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа. Не смешно и неприлично. Молчите. Те, кто управляют этими чипами, имеют полную возможность вами руководить. Параллельно с рукотворным преступлением против человечества, изобретением COVID-19, происходит фантастическая попытка пролоббировать совершенно абсурдную зеленую повестку под прикрытием защиты окружающей среды. Героиней этого безумного демарша объявляется Грета Тунберг. Почему? Лето в пионерском галстуке. ЛВПГ. Похоже, да, ЛГБТ. Это лихая работа, ребята. Но как мы можем одновременно вести серьезнейшую, кровавую борьбу против нацизма и в то же время ценности этой самой Европы своими руками здесь же взращивать? Кажется, это уже непосильная задача – отделить актера и режиссера Никиту Михалкова от Никиты Бесогона. Я приветствую вас, дорогие друзья, на нашем очередном выпуске авторской программы «Бесогон ТВ». Он верит в самые дикие теории заговора, читает проповеди, тонет в пафосе, бесконечно нахваливает власть, коллекционирует должности и награды и давно ничего не снимает. А ты охотник или пидорас? Почему он стал таким? И вообще, какой он на самом деле? Разобраться тем сложнее, что вся михалковская биография – это набор веселых баек, которые бесконечно пересказывают его друзья и коллеги. А как назвали? Никита. Заказал 100 грамм водки. Чуть ли не аплодировали, значит, зрители стоящие. Никита спас мне жизнь. Никита нашел Он мне охотник очень достойный. Выдающийся режиссер. Это кающийся грешник. Добрый день, дорогие. Вечерний. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вновь в эфире «Наш иллюзион». Сам Михалков очень любит давать интервью, но годами рассказывает одно и то же. Любовь объяснять не надо. Я могу сказать: Сережа, я тебя люблю, ты замечательный человек. Вот за что я вас люблю, объяснять не надо. Люблю. Люблю. Я люблю, и все. Зачем мне объяснять за что? Да. Объяснять ничего не надо. Люблю. А если я не люблю, я обязан объяснить. За что я тебя не люблю? Я должен знать, за что я его не люблю. Я обязан объяснить. Я обязан это объяснить. Так вы действительно не понимаете, почему вас многие не любят? А еще все Михалковы любят придумывать красивые мифы о себе. Начиная с самого главного – о стремительном взлете основателя клана и отца нашего героя. 29 июня 1935 года газета «Известия» напечатала стихотворение начинающего поэта Сергея Михалкова. «Ты не спишь, подушка смята, одеяло на весу», ну и так далее. Ему всего 22. Стихотворение он посвятил девушке из Литинститута, в которую был влюблен. По счастливому совпадению Светланой звали и дочь Сталина. Вождю стихотворение понравилось, и всего за пару лет его автор сделал головокружительную карьеру. В 23 года у Михалкова выходит первая книга стихов. Посмотрите, на фото он еще без усов. Траустановый дядя Степа для себя двойной обед. Спать ложился дядя Степа, ноги клал на табурет. В 24 его принимают в Союз писателей, а в 26 дают орден Ленина. Это высшая награда в стране. И еще двухкомнатную квартиру на Тверской. Тогда это улица Горького. К 33 на груди у Михалкова целый иконостас. Где-то там 2 сталинские премии. За долгую жизнь он получит все мыслимые награды. Дважды напишет советский гимн и 1 раз российский. 20 лет будет возглавлять Союз писателей РСФСР. Почти столько же заседать как депутат в Верховном Совете. Пронизано пафосом борьбы за высокие коммунистические идеалы. И, конечно, стихи Михалкова будут наизусть помнить поколение советских детей. Все мы
Любим дядю Степу, уважаем дядю Степу. Будешь другом всех дворов. А началось все с одного счастливого совпадения. Так эту историю будет рассказывать сам Сергей Михалков. И даже вспомнит одну важную деталь. Изначально стихотворение называлось «Колыбельное», но за день до публикации он позвонил в газету «Известия» и попросил переименовать его в «Светлану». Все ради девушки. Скажи, а повлияло это стихотворение на ваши отношения со Светланой? С той, кому ты посвятил? Нет, никакого. Никакого? Никакого. То есть она, так сказать, пропустила это мимо? Она пропустила мимо. Конечно, пропустила, потому что никакого посвящения и звонка в редакцию попросту не было. Вот журнал «Пионер» за июнь 1935 года. Стихотворение с названием «Светлана» на первой же странице. А это выходные данные. Номер сдали в набор 23 мая, то есть за месяц до публикации в «Известиях». Такими же мифами наполнены и биографии Никиты Михалкова. Зато правду говорят архивы. Спасибо. А еще личные дневники людей, которые сталкивались с ним. Многое они не отважились бы сказать Михалкову в глаза, но для себя фиксировали. Так складывается биография, которой нет ни в откровениях самого Никиты Михалкова, вот его автобиография, а еще сборник мудрых мыслей. Ни в воспоминаниях брата и отца, ни в мемуарах друзей, ни в бесконечных интервью. Мой сын, послушай мой рассказ о нашей родине, о нас. В 1949 году Сергей Михалков написал поэму «Разговор с сыном». Никите было тогда всего 4, но, кажется, вся его последующая жизнь – это болезненный разговор с отцом. Я никогда, папа, я никогда не видел, я не понимал, откуда ты берешь детские стихи. Детей ты терпеть не можешь. Ты с нами не общался никогда. Не сюсюкал, не игрался. Никогда в жизни в тебе не было никакого такой детский поэт. Вот там, как вокруг него дети сидят. Ты же этого терпеть не мог. Терпеть не мог. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ну, читаем стихи, да? Михалков любит повторять, что отец никогда и ни в чем ему не помогал. В это легко поверить. Тот всю жизнь занимался собой. Был помешан на успехе, статусе и славе. Вот характерный пример. В дневнике писательницы Лидии Чуковской. Однажды в гости к ней пришла жена Михалкова Наталья. Она очень смешно, верно и зло ругала Эль Регистана. Вместе с ним Михалков писал советский гимн. Они вместе пьют, вместе делают шашлыки и, что еще хуже, вместе пишут. Берутся за сценарий, либретто, и все обязательно «сталинское будет наше». Писать нужно о человеке, о его подвиге, и как результат – орден. А тут все наоборот. А вот это я на коленях у своего отца. Он был всегда очень занят, мы редко виделись, и сидеть вот так на коленях у него для меня было огромным счастьем. Точно такие же слова скажет потом дочь Никиты Михалкова Анна про своего отца. Мы вообще его в детстве мало видели, потому что он очень много работал. А вот это справа Андрончик, мой брат. Андрей Кончаловский в книге «Низкие истины» пишет: «Не скажу, что у нас была образцовая семья. Нас воспитывала мама. И била нас, и целовала, но все равно занималась не очень». А это наша мама. Наталья Петровна Кончаловская. Они поженились в 1936-м. Удивительно непохожие люди. Он молодой, карабкающийся наверх циник. Она на 10 лет старше, дочь знаменитого и преданного забвению художника-авангардиста Петра Кончаловского, внучка великого Василия Сурикова. Они и жить предпочитали отдельно. Сергей Михалков в московской квартире, в конце 40-х ему дали 5-комнатную. Наталья Кончаловская почти не выезжала с дачи на Николиной горе. То, что я с ней прожил 53 года, справил золотую свадьбу, это не значит, что я был ей всю жизнь верен. На эту тему ходили совсем уж невероятные легенды. Писатель Юрий Нагибин в своем дневнике рассказывает, как однажды его знакомый сходил на юбилей Михалкова. Особенно тронул его тост юбиляра за жену, крепко покоробивший, как мне известно, всех остальных участников банкета. «Вот Наташа, — сказал растроганный чествованием Михалков, — знает, что я ей всю жизнь изменял и изменяю.
Но она уверена, что я ее никогда не брошу, и между нами мир, дружба. Я сказал, что никакого мира и никакой дружбы между ними нет и в помине, что Наташа жестоко оскорблена его поведением, что у нее происходили омерзительные объяснения с его бывшей гнусной любовницей, и что тост его гадок. Никита Михалков любит рассказывать, как рос под сенью великих, которые приходили в гости к родителям и старшему брату. Но, очевидно, было в домашней атмосфере и кое-что другое. Это знаменитый портрет Всеволода Мейерхольда. Петр Кончаловский завершил его в 1938 году, когда режиссер уже был в опале. Вскоре Мейерхольда арестуют и расстреляют. Пока Сергей Михалков усердно славил Сталина и советский строй, семья его жены жила в страхе ареста и с ужасом наблюдала, как исчезают друзья из прежней жизни. Собственного тестя Михалков изобразил в обличительной пьесе «Илья Головин». Главный герой там – композитор, оторвавшийся от народа и сочиняющий про западную музыку. Прототипы легко узнаются. Пьеса вышла в 1949 году, в разгар борьбы с космополитами. Михалков получил за нее 3-ю сталинскую премию. Во время погромных кампаний он не отсиживался на задних рядах. Когда в 1958 году Борису Пастернаку дали Нобелевскую премию по литературе, Михалков требовал лишить его советского гражданства и выслать из страны. Лидия Чуковская пишет в дневнике: «О президиуме рассказывают, что там выступали не сквозь зубы, не вынужденно, а с аппетитом, со смаком. В особенности Михалков. Он даже сочинил стих «Нобелевское блюдо». Антисоветскую заморскую отраву варил на кухне наш открытый враг. По новому рецепту, как приправу, был поварам предложен Пастернак». События в свое время в конце 50-х вокруг Пастернака. Вы там как-то участвовали? Я участвовал, так сбоку. И я не выступал против него, как против писателя. То есть я был со всеми вместе заодно, когда считали, что он поступил неправильно. Хотя потом выяснилось, что он вроде даже и не виноват, что он напечатал сначала за рубежом, в Италии, свою книгу. Также сбоку Михалков участвовал в травле Солженицына. Вот интервью немецкому журналу «Шпигель». Его потом перепечатали советские газеты. Автора «Архипелага ГУЛАГ» он называет политической марионеткой, псевдомучеником и предателем, который изображает Советский Союз как одну большую тюрьму. Все эти годы старший сын Андрей бредит за границей и слушает по ночам вражеские голоса, то есть запрещенные радиостанции. Читает самиздат, Солженицын для него глоток свежего воздуха. И называет Советский Союз партийной родиной, страной лимонией, проклятой системой с картонной тусклой жизнью. Младший Никита ни о чем таком в своих воспоминаниях не пишет, но семейное двоемыслие коснулось его в другом. Воцерковление, пусть негласное, но оно было изначальным, скажем. И крещенные мы были с детства, и священник приходил к маме, и отец никогда в этом не принимал участия, но никогда этому и не противился. Единственное было условие, чтобы, когда он приходит, чтобы отца не было дома, чтобы не было никаких. И он в этом смысле был очень, очень умен, я бы даже сказал, тонок и хитер, потому что он мог сказать всегда там в ЦК, что ну что вы хотите, моя жена меня старше на 10 лет, она 903 года рождения, как ему ее переделать ее? И в этом смысле, конечно, огромную роль играло вот это вот воспитание и атмосфера семьи. Михалков вспоминает, что по утрам они с мамой читали молитвы, часто ходили в церковь. Это не помешало ему сыграть одну из первых ролей в антирелигиозной агитке «Тучи над Борском». Отец Яков, свечи в продмаге почем брал? Коровы 20, отец Никон, парень 20. Дело. Пустим по 5. У нас еще есть отсталая часть населения, пребывающая в религиозном дурмане. После Михалков снялся в такой сцене. Просите, и дастся вам. Ищите, и обрящите. Толците, и отверзится вам. Здрасте.
Комедия «Я шагаю по Москве» вышла в апреле 1964-го и сделала 18-летнего Никиту Михалкова звездой. Соленый тихий океан. Разрешите? Что там такое? Здесь экзамен, вы мешаете. Спустя 2 года еще одна главная роль. В комедии «Не самый удачный день». Здесь он впервые появляется с усами, пока накладными. В обоих фильмах Михалков играет типичного оттепельного героя, веселого и доброго романтика. В жизни он совсем другой. Вот он на обложках журнала «Советский экран». Здесь внутри еще смешной комментарий одного зрителя. Актер этот очень будет нравиться девушкам. Звездная болезнь. Я вам так скажу. Конечно, это прикольно, когда где-то фотографии появляются на обложке советского экрана твоя и того. Это как бы, так сказать... Но я никогда, а это научила мама, никогда этим не пользовался. Ну да, он всего лишь гуляет в самых модных столичных ресторанах, влезает во все драки и крутит романы со звездами. Ну, так написали бы в бульварной прессе, если бы она была в СССР. Здравствуй. Здравствуйте. В 21 Михалков женился на актрисе Анастасии Вертинской. После главных ролей в фильмах «Алые паруса» и «Человек-амфибия» ее знала вся страна. Я сказал Дону Педро, что в субботу свадьба. Свадьбу на 100 гостей отмечали в ресторане «Националь». В автобиографии Михалков перепутает его с Метрополем. Вскоре родился сын Степан, но его отдали на воспитание бабушки, молодым не до этого. Через 3 года звездный брак распался. Михалков не без гордости напишет: по количеству желающих занять место в зале суда наш бракоразводный процесс напоминал премьерный спектакль МХАТа. Второй и последней женой Михалкова стала модель Татьяна Соловьева. Их знакомство началось с эпизода, который сам Михалков, кажется, считает примером своей мужской доблести. Сделали макияж, наклеили такие ресницы огромные, сделали бабету. Когда мы встретились, он, по-моему, меня не узнал, он был в шоке. Он меня так просто взял за шкирку и сказал умыться. Сам Михалков описывает эту сцену с режиссерской точностью. Я молча взял Таню за руку, вывел из зала ресторана, спустился на этаж, заглянул в мужской туалет. Все-таки в женский мне было идти не к лицу. Подвел к умывальнику и очень спокойно, отклеив ресницы, тщательно умыл ей лицо. В свое время, когда мы начинали совместную жизнь, я сказал Тане, наверное, очень жестоко, но правду. Я сказал, что для меня, Таня знает, для меня есть первое – это моя работа, второе – это мои друзья, а все остальное будет потом. Все остальное – это, собственно, жена и 4 детей. Сыновья Степан и Артем, дочки Анна и Надежда. Окончив режиссерский факультет в ГИКа, до этого он 4 года проучился в Щукинском училище. Михалков с головой ушел в работу. Его первую полнометражную картину запустили на Мосфильме в феврале 1972-го. Но через 3 месяца вместо съемочной площадки режиссер Михалков оказался в армейском бараке. В книге он пишет: «Я всегда считал, что любой мужчина, который хочет продолжать жить в нашей стране, должен пройти армию. Армия всегда была для России не столько средством нападения и защиты, сколько образом жизни. Благородно, но можно рассказать эту историю и несколько иначе». Указ о награждении зачитал первый заместитель председателя Совета министров СССР Полянской. Одно время Дмитрий Полянский был и председателем Совмина, то есть советским премьер-министром. Михалков встречался с его дочкой Ольгой. В воспоминаниях он называет ее дочерью крупного чиновника. Потом бросил и получил повестку в военкомат. Отец то ли не захотел вмешаться, то ли не смог, а вот директор Мосфильма пытался отмазать Михалкова и лично писал министру обороны Гречко. Сохранился текст телеграммы. Убедительная просьба отсрочить на 1 год призыв товарища Михалкова. В Министерстве обороны отказали. Тогда Михалков назло выбрал самую дальнюю точку и улетел на Камчатку. Отслужил, правда, меньше года. В автобиографии он для солидности накинет 6 месяцев. И еще успел сходить в зимний поход на оленях и собаках и слетать в отпуск в Москву. В
Фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» вышел в ноябре 1974 года. Критики не слишком оценили дебют. В советском экране картину назвали шутовством и вестерном с большим набором заимствований. В этом же номере пишут про Андрея Кончаловского. Его фильм «Романс о влюбленных» получил главный приз на фестивале в Карловых Варах. Но в прокате «Свой среди чужих» прошел с успехом. За год его посмотрели почти 24 миллиона зрителей. Следующие 10 лет Михалков невероятно плодовит. Снимает 6 фильмов сам и успевает сниматься у других. 1975 год. «Раба любви». Михалков фактически переснимает фильм Рустама Хамдамова, когда того отстранили от съемок. Картина получила приз на кинофестивале в Тегеране. В 1977-м на экраны выходит неоконченная пьеса для механического пианино. Первый большой успех. Михалков получает «Золотую раковину» на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Александра Калягина называют актером года в журнале «Советский экран». Я ноль, я ничтожество! Ноль, мне 35 лет! Лермонтов 8 лет как лежал в могиле! Наполеон был генералом! Моцарт! А я ничего в вашей проклятой жизни не сделал, ничего! В 1978-м Михалков успевает снять 2 фильма. «Несколько дней жизни Обломова» А я тебе запретил напоминать мне об этом. Какой ты ядовитый человек, Захар. и «5 вечеров». Последний показывают в Каннах, но вне конкурса. О, привет. Зато гран-при в том году получила «Сибириада» Андрея Кончаловского. У брата Никиты и там большая роль. Дальше «Родня». Что вы делаете? Я тебя умоляю, убери эту дурацкую. Михалков впервые говорит про современность, даже намекает на афганскую войну. Потом была еще одна камерная драма «Без свидетелей». Теперь эти фильмы – классика советского кино. А тогда? Все, можем, Сереж? Как в 70-е годы относились к режиссеру Никите Михалкову? Но я в это время только начинал и был молодым, так сказать, начинающим критиком. Я еще учился в Авгике. И мне очень было важно общаться с режиссерами, с живыми, в общем, кинематографистами. И вот одним из первых, с кем мне удалось пообщаться, был не Михалков, а его брат Андрей Кончаловский, который очень меня так наставил на профессиональный путь, за что я ему всегда благодарен. Кончаловский тот уже был тогда достаточно крупной фигурой и уже даже начал делать международную карьеру. А Михалков был еще начинающим как режиссер. Отношение к его фильмам было такое, что, в общем, ну, посмотрим, что будет дальше. Безусловно, этот талант, как бы задор, энергия, это все было видно, но вот насколько это серьезно, еще было не очень понятно. Тем не менее, когда появился фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино», все стало понятно, что это действительно крупный режиссер. А правда, что советская интеллигенция именно в этом фильме узнала себя, и это очень Конечно, актуально? правда. Конечно, правда. Это, безусловно, были персонажи современности, просто одетые в исторические костюмы. Господи. Ужасно стыдно жить и пить вот так вот зря. Самое главное, что знать, что ничего другого-то больше не будет. Иногда говорят, что вот Михалков сумел собрать уникальную команду. У него оператор Павел Лебешев, композитор Эдуард Артемьев, постоянный его соавтор сценария Александр Адабашьян. Конечно, михалковские актеры, от Калягина до Гурченко. Вот это уникальный для советского кино случай, когда у режиссера есть такая своя команда. Конечно, были и другие режиссеры. Например, у Тарковского тоже были свои любимые актеры, которых он снимал из фильма в фильм. Известно, что режиссеры любят работать вот с одним и тем же оператором, иногда с тем же сценаристом. Но Михалков, да, надо учитывать еще то, что он сам актер, и поэтому он очень хорошо чувствовал природу актера. Ему было важно иметь и вокруг себя вот эту вот атмосферу, ну, такого немножко такую шутовскую, как бы, ну, вот игры такой, и веселой игры. И, в общем-то, те, кто снимался у Михалкова, я неоднократно слышал о том, они свидетельствовали, что это были очень приятные съемки, атмосфера была чудесная. У меня главное в жизни – это атмосфера. Вот она остается или не остается? Она осталась. Я вспоминаю совершенно изумительные, прекрасные вечера, дни, съемки, влюбленности в друг друга.
невозможности существования без этого коллектива. Олег Табаков сказал, что и министерство, и комитеты Михалкова зажимали, относились к нему как-то необъективно и несправедливо. Вот вы что-то такое замечали в тот момент? Но сказать, чтобы он был гонимым художником, конечно, нельзя. Сказать, что его носили на руках и что он был там любимцем начальства, наверное, тоже нельзя, потому что были другие любимцы, Бондарчук, там целый ряд таких режиссеров, которых называли генералами. Там. Михалков не входил в их число, он был вообще как бы вне вот этих партий, он не был ни с генералами, он не был с диссидентами, так сказать, но... В общем, вот как-то он был сам по себе. Но вот интересный момент, что его фильмы этого периода, действительно, вот я сейчас думаю, они не показывались на международных фестивалях почти, за исключением неоконченной пьесы, которая получила главный приз на фестивале в Сан-Себастьяне. Но это единственный пример. Остальные картины, вот эти ранние, они действительно прошли как-то мимо фестивалей. А как вам кажется, это обижало Никиту Сергеевича вот тогда, в 70-е? Вообще, первое же мое впечатление от общения с Михалковым заключалось в том, что это человек очень, тогда, во всяком случае, был очень ранимый и очень болезненно переживающий какие-то свои обиды. Вот я, например, помню, была такая просто неофициальная встреча в Доме кино, там все немножко выпили, конечно, но это был ужин, и он стал рассказывать про то, как его загнали в армию, и как, в общем, его там унижали или что-то такое. Вот он буквально чуть не плакал, и это было просто видно, что он до сих пор вот помнит эту обиду, хотя прошло уже достаточно много лет. И потом я об этом вспомнил тогда, когда он стал во многом строить всю свою стратегию поведения именно на вот этой, как это сейчас модно говорить слово, на ресентименте. В общем, вечная, так сказать, обида, его недооценили, ему не дали премию там, ему еще что-то сделали, какие-то интриги, враги. Вот. И даже мне досталось, потому что, у нас с ним вообще очень сложные отношения, несколько лет мы вообще даже не здоровались, порвали полностью отношения, потом как-то они были кое-как восстановлены, но он очень болезненно реагировал на мои критические статьи о нем. Но когда в меня цепляются критики, вцепляются в меня и, так сказать, начинают меня по разным поводам драть на части и обижать, пытаться обидеть. Я читаю это, и я вижу лицо, я вижу это мурло, понимаете? Я вижу это мурло, оно общее, так сказать, это лицо, это мурло обывателя, который творит кумира только для одного, чтобы наступил момент, чтобы его растоптать. Если бы мурло обывателя заглянуло в реальную жизнь Михалкова, на ум пришло бы только одно слово – номенклатура. Дело не в заработках, не в квартире с дачей, хотя с ними был порядок. Пока вся страна сидела за железным занавесом, для клана Михалковых его не существовало. Они свободно путешествовали по всему миру. Вот отец и сын гуляют по Риму. Это 62-й год. А это Михалков-старший в Праге обнимает стюардесс Аэрофлота. Мексика, Ирландия, а еще были Япония, Бразилия, Алжир, Испания, Греция, США. В архиве даже сохранилась карта поездки и чеки из отелей. Спасибо советской бюрократии. А вот план американского турне Никиты Михалкова и отчет о поездке. В Лос-Анджелесе были отмечены провокационные выпады. Зрители спрашивали о свободе творчества, цензуре и ограничении выезда из СССР. Товарищ Михалков излагал нашу позицию, что имело положительный пропагандистский эффект. Это записка из Копенгагена. Михалков посмотрел там фильм про социальные проблемы современной Дании. Бездуховной, заваленной порнографией, сытой и сонной. Я объездил и до этой картины весь мир практически. Я был 5 раз в Америке, я был в Австралии, я был в Японии. Я много что видел, много интересного и замечательного. У меня масса разных знакомств. В 1979 году у Михалкова появился голубой «Мерседес». Скорее всего, он пригнал его из-за границы. Для советской Москвы это была невиданная диковина. Свою первую иномарку он даже снял в кино, в документальном фильме «Анна от 6 до 18». Для меня, например, и для моих детей малая родина – вот это поле. И это пыльная дорога, которая ведет к нашему дому.
Еще один знаменитый владелец «Мерседеса», и тоже голубого, Владимир Высоцкий. Они с Михалковым жили в одном доме на Малой Грузинской. Можно представить лица соседей, по утрам выходивших во двор. Помню, мы сидели у него на кухне, пили чай. Пришел, значит, Никита Михалков. Он жил на 2 этажа выше. Он приехал только что из Тегерана, рассказывал про Шаха, про Шахиню, фантастику какую-то рассказывал. Потом Никита ушел, Володя проводил, закрыл за ним дверь, вернулся на кухню и говорит: смотри, как талантлив собака, да? Все наврал, а как интересно. А вот эти слова, сказанные мне в Госкино, что родня – это взгляд на русский народ сквозь окно Мерседеса, обретают буквальный смысл. Как и роли, которыми Никита Михалков прославился в 80-е годы. Нет, Василий Кириллович, товарищ инспектор не Ваньку валяет. Он пытается мне доказать, что правила дорожного движения обязательны для всех без исключения. Верно? Спекулянт. Спасибо. Мерзавец. Ушел вон отсюда. Я тебе всю морду набью, понял? Если допрыгнешь. Здравствуйте, хозяин. Здорово, молодцы. Сергей Сергеевич, неужто вам не жаль расставаться с ласточкой? Что такое жаль, я не знаю. Для меня, капитан, ничего заветного-то нету. Увижу выгоду, продам. Что угодно. За роль купца Паратова в «Жестоком романсе» его признали актером года и дали звание народного артиста. К началу перестройки Михалков на пике славы и могущества, полон планов и сил. Плейбой советский такого международного класса. Вы знаете, значит, что вот существует, значит, даже такой термин, если говорят о Михалкове. А я буду жить той жизнью, которую мне подсказывает моя совесть, мое нутро и мое воспитание. Все эти годы ничего не могло поколебать благополучие клана Михалковых. Отец писал гимн для Сталина, но нашел общий язык и с Хрущевым, и с Брежневым. Когда в 80-е началась гонка на лафетах, и генсеки Андропов, Устинов и Черненко умирали один за другим, Михалков успевал наводить мосты даже с ними. Помощник Черненко оставил в дневнике яркое описание. Самый именитый всех времен и народов писатель Сергей Владимирович Михалков буквально зачастил в гости к Черненко. Вот они вместе на фото. Вроде бы по делам Союза писателей, а на самом деле при каждой встрече обязательно протаскивал какой-нибудь свой личный вопросик. У Михалкова сложился свой бюрократический почерк. Приходил он в ЦК КПСС с пухлым портфелем и начинал обходить простой люд – секретарей, референтов и помощников. Вручал для их чат и домочадцев свои книги с именными дарственными автографами. Имея надежные тылы в общении с простыми сотрудниками ЦК, он с необычайной легкостью мог проникать в любые самые высокопоставленные кабинеты. И он перестанет думать. Даже когда в 80-м году Андрей Кончаловский уехал в Америку, его не лишили советского гражданства, как других невозвращенцев. Остальные Михалковы тоже не пострадали. По этому поводу актер Валентин Гафт сочинил эпиграмму. Фамильный, подорвав престиж, минуя сложные преграды, он по прямой рванул в Париж, пройдя круги Сибириады. Вот вам и басенки конец. Мораль придумает отец. Гафту принадлежит и знаменитая «Россия, чуешь этот страшный зуд, 3 Михалковых по тебе ползут». Но тут наступает перестройка, и внезапно земля уходит в них из-под ног. 13 мая 1986 года. 5-й съезд кинематографистов. 3 дня, которые потрясли, киномир уж точно. Вот расскажите, как это все было? Когда пришел Горбачев, собственно говоря, ничего он еще особенного не сделал. Но в воздухе какой-то другой запах появился, и люди как-то интуитивно почувствовали вот эту вот раскрепощенность, которой раньше не было. И все это стало происходить в недрах, так сказать, этого застойного союза кинематографистов. Эти скандалы начались еще до съезда, когда выбирали делегатов. Все началось, между прочим, с секции критики. Помню прекрасно, что на этом заседании, где обычно все голосуют за, говорят, списком, все не хотели терять время, считали, что это бесполезно. И тут встает один из наших коллег, кинокритик старшего поколения, Бажович, который вдруг говорит:
А у меня есть предложение, я хочу еще предложить еще одного человека. И тут все стали вставать и говорить, а я предлагаю еще того-то, и того-то, и эту, и эту. И в итоге этот список вырос чуть ли не вдвое. Вынуждены были запустить процедуру тайного голосования. И в результате выбрали совершенно не тех. А главное, что потом то же самое повторилось в текстах режиссуры и в других. Режиссеры не выбрали ни Бондарчука, ни даже Кулиджанова, председателя Союза. И состав съезда оказался совершенно другим. Эти люди сидели в президиуме как члены правления, но они были фактически полулегалы какие-то. И у них не было права голоса. У них права голоса не было, да. Когда выступали вот эти так называемые генералы или другие люди, но они тоже защищали позиции вот как бы старой номенклатуры, то зал реагировал очень бурно и нервно. Он топал ногами, значит, кричал, значит, захлопывал там их. То есть вот они не хотели слушать. Ну да, вообще невероятно представить, что на Советском съезде люди могут топать, хлопать и перекрикивать человека, который на трибуне. Был такой там еще венгерский режиссер Ласо Лугаши, который представлял Венгерский киносоюз. Там им по регламенту должны были дать слово. И этот Лугаши сказал, что, говорит, эти выступления этих делегатов со стран, это как телефонный звонок во время полового акта, потому что они, в общем, отвлекали от основного сюжета. Я думаю, что здесь чрезвычайно важно нашему поколению доказать. А утром 14 мая вы были в зале, когда Михалков выступал? Конечно, я был, да, в течение всего съезда, я сам там выступал. Михалков, да, именно что его захлопали. Он появился как будто с некой благородной миссией. Он решил защитить Бондарчука. Да, он тогда сказал, что это ребячество, не избрать делегатом Бондарчука и других людей. А потом Владимир Меньшов, режиссер, в своей речи ему ответил: что-то рано ты, Никита, повзрослел. Эта фраза стала крылатой. Он попал абсолютно не в струю как бы вот ожиданий участников съезда, большинства, потому что все, наоборот, были настроены на то, чтобы что-то менять. И его, конечно, захлопали. Его просто фактически согнали со сцены. И вот это унижение он потом лелеял всю жизнь, по-моему, продолжает лелеять до сих пор. Свора маленьких и бездарных, которые начинают кусать, когда можно, и за это ничего не будет, которые на 5-м съезде навалились на этих стариков. Я ненавижу свору, я ненавижу, так сказать, стаю, которая сбивается для того, чтобы, так сказать, заклевать Гулливера за эти лилипуты. За бунтом кинематографистов с волнением наблюдал Михалков-старший. На июнь того же 86-го был назначен съезд Союза писателей. На обочине мог оказаться он сам. С отчетным докладом правления Союза писателей СССР выступил Георгий Макеевич Марков. 8-й съезд писателей СССР собрался в знаменательное время. В хронику не попал момент, когда Георгий Марков начал терять сознание прямо на трибуне. Его подхватили под руки и увели к врачам. На 3-й день очередь дошла до Михалкова. Вот стенограмма выступления писательницы Екатерины Шевелевой. Она говорит: «Я иной раз мысленно спрашиваю Михалкова, зачем вам? Зачем вам в самом деле? Вам скучно, надоело, неинтересно. Но, может быть, объемистую книгу о вас, написанную вашим многолетним помощником Александровым, вы переиздать уже не сможете, покинув высокий пост. Так это, наверное, к лучшему». Михалкова оставили в руководстве Союза, но грозовые тучи продолжили сгущаться над всем кланом. Ровно через год новый скандал. В мае 87-го Никита Михалков привез в Канны свой новый фильм «Очи черные». Не сунулося. Ну что принесет нам эта выгода? Никто ведь не знает, да и не может знать. Вольная экранизация Чехова. В главной роли великий Марчелло Мастроянни. Западные критики фильм хвалят. Дело идет к золотой пальмовой ветви. Но в итоге Михалков не получает даже гран-при. И обвиняет в заговоре нового главу Союза кинематографистов Илема Климова. Тот был членом жюри. Спасибо. И был в конкурсе фильм «Покаяние». Это фильм, который я лично привез из Грузии, и мы его первым фактически начали легализовывать. Конфликтная комиссия, которая снимала с полки фильмы, запрещенные цензурой, это было важнейшее событие перестройки. Поэтому, учитывая весь этот контекст, надо понимать, что для Климова было принципиально важно, чтобы этот фильм получил главный приз. Они долго обсуждали этот вопрос и не могли, в общем, никак прийти к консенсусу. И в конце концов тут вспомнили про фильм «Под солнцем сатаны» французского режиссера Мариса Пиала. Второй приз был присужден фильму.
«Покаяние», а фильм «Очи черные» остался приз для лучшего актера Марчелло Мастроянни. Это для Михалкова было очередным ударом по его самолюбию. То есть человек с достаточно болезненным самолюбием. Это было, видимо, всегда, это в натуре. Но, к сожалению, с возрастом это прогрессировало и приобрело уже, конечно, достаточно токсичные формы. «Дома» тоже неудача. Уже давно Михалков не снимается у других, а его собственный амбициозный проект про Александра Грибоедова так и остается на бумаге. В октябре 1988-го умерла Наталья Кончаловская, многие годы скреплявшая всю семью. Год этот был очень тяжелым. Год носил имя дракона. В 1989-м Сергей Михалков покинул Верховный Совет, а еще через год ушел с поста главы Союза писателей. Август 1991-го стал очередным потрясением. В стране возникла обстановка неуправляемости и многовластия. Пока президент Горбачев отдыхает в Фаросе, власть пытается захватить комитет по чрезвычайному положению. Понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? Клан Михалковых разбредается кто куда. Старший брат, не вовремя оказавшийся в Москве, спешит в аэропорт. Почему вы уезжаете? Нет, я снимаю картину. Раз. Во-вторых, у меня родилась дочка. Я боюсь. Я уезжаю, потому что я боюсь. Младший едет в Белый дом. Работаем. Никита Сергеевич, что вас заставило прийти сюда сегодня? Ну, меня ничего не заставило прийти сюда. Я пришел сюда сам. Я пришел сюда как русский человек, как гражданин и как советник премьер-министра по вопросам культуры и связи с зарубежными странами. А глава семейства пытается усидеть на 2 стульях сразу. Тогда вы поддерживали вот этого ГКЧП, и об этом заявили все информационные агентства. Что было на самом деле? Я не поддерживал. Это была провокация чистой воды. Мы собрались 19 числа в Союзе писателей, и один из присутствующих сказал, что, может быть, вы напишите письмо в поддержку ГКЧП. А я сказал, нет. Мы писать никакую поддержку никуда не будем. Мы дождемся постановления Верховного Совета. То есть мы никого не поддерживали, ни тех, ни этих. 25 декабря 1991-го Михалковский гимн отправили на свалку истории. Вместе со всей страной. Кажется, всесильный клан вот-вот потеряет все. Это кадры из фильма про уральского гармониста Михаила Виллисова. Он приехал в Москву и попал на пробы к Никите Михалкову. Кажется, это лучшая метафора того, что делал Михалков в конце 80-х. Я чисто человечески вас прекрасно понимаю, что вас прежде всего сейчас интересует именно западный рынок. И действительно «Очи черные», сколько я понимаю, это сейчас какая-то визитная карточка советского кино на Западе. Это визитная карточка, действительно. «Очи черные» сам Михалков называет итальянским фильмом. Деньги дали зарубежные продюсеры. Следующую картину «Автостоп» он вообще снял по заказу «Фиата». Еще в 1987 году Михалков основал собственную студию 3T – «Творчество, товарищество, труд». Студия заключила рекламный контракт с итальянским концерном «Фиат». Но Михалков так увлекся, что вместо ролика снял полнометражный фильм. Куда? Мне в больницу, здесь недалеко. Прямо. Прямо, да? Прямо. Прямо. Да. Андрей Плахов в журнале «Советский экран» называет этот фильм «реклама русской души». Еще одна удачная метафора, ведь именно Запад помогает Михалкову оправиться от удара. Мишель Сейду представляет фильм. Новый фильм Михалков снял в степях внутренней Монголии и получил за него «Золотого льва» на кинофестивале в Венеции. «Территория любви». Копродукция «Камера One», «Ашет Премьер», «УЖС Франция», студия 3T «Россия». Та самая картина про дочь Анну тоже сделана на деньги французов и даже монтировалась в Париже. Моей дочери Анне уже исполнилось 17 лет, и она должна уезжать на 2 года учиться в Швейцарию. В 1994 году вышел самый успешный международный фильм Михалкова «Утомленные солнцем».
Ты что, дурел, что ли? Ты, баран! Вали, пока тебя не пристрелил, понял? Я тобой сейчас жопу вытру, товарищ старший лейтенант! Что? Смирно! Ты меня не узнал, может быть? А теперь, а? В Каннах картина получила второй по значимости приз – Гран-при. Золото досталось криминальному чтиву Тарантино. Я обожаю вас как актера, но у меня такое ощущение, что вы не смогли сдержать эмоций своих, когда шли произносить благодарственную речь. Да, ну, может быть, трудно. Все-таки обидно? А сначала было горько даже не от этого, потому что горько было от другого. Влад, горько было от того, что победила не картина, а страна. После Каннского фестиваля вы выступали в прессе достаточно агрессивно. Сейчас вы выглядите очень умиротворенным. Это можно объяснить получением Оскара или это объясняется какими-то другими причинами? Никита Михалков. Никита Сергеевич, ну похвалитесь. Показать, что ли? Ну, конечно. Что же. Это меня заставили. Я сам не хотел нести. Как пудылку, вот, понимаю? В дневнике драматурга Анатолия Гребнева по этому поводу есть удивительная запись. Никита Михалков получил таки Оскар за «Утомленных солнцем». И слава богу. Но что он тут устроил по приезде? Вызвал батюшку осветить статуэтку. И тот именовал ее при освящении «сей предмет». Затем на пресс-конференции Никита попенял президенту и премьеру, что они не поздравили его, обвинив их в отсутствии патриотизма. Премьеру «Сибирского цирюльника» газета «Коммерсант» назовет «вип-ходынкой». В Кремле собралось почти 5000 человек, включая премьер-министра. А вы не пьете? Нет. Никогда? Я ненавижу пьянство. Вероятно, это была самая дорогая реклама русской души в истории. Бюджет «Сибирского цирюльника» перевалил за 45 миллионов долларов. 13 из них выделило российское государство. К моей, так сказать, гордости, к нашей гордости, что впервые в истории Каннского фестиваля, а их было 52, и в этом году был 52-й, впервые Каннский фестиваль открывался русским фильмом. Медведи, баня, водка, снег – классический голливудский набор. Комендант Лазар. Это кадры из комедии «Полицейская академия 7». Съемки в Москве организовала студия 3T. После падения железного занавеса американцы хотели снимать Россию, и Михалков стал посредником. В отличие от голливудской клюквы, сибирский цирюльник показал и кое-что реальное. Образы Михалкова на экране и в жизни наконец совпали. Не зря на кремлевской премьере обсуждали не только фильм, но и слухи о выдвижении Михалкова в президенты. Путь к власти занял у него много лет. На учредительную конференцию Советского фонда культуры в колонный зал Дома Союзов собрались деятели культуры и науки, представители партийных, советских и общественных организаций, трудовых коллективов. Инициатором создания фонда стала первая леди Раиса Горбачева, председателем академик Дмитрий Лихачев. В задачу Советского фонда культуры входит приумножить, собрать, сделать доступными для народа все ценности, которыми обладает наша культура. В перестройку этот фонд стал весьма влиятельным. Его даже называли альтернативным министерством культуры. На первом съезде присутствовал старший Михалков. Вот он. Младший проявился год спустя. Первым заместителем Лихачева в фонде был опытный партийный функционер Георг Мясников. Вот он на фото в очках. В дневнике он описывает разговор с Никитой Михалковым. Тезисы. В России не может быть демократии, если ее понимать как вседозволенность. Не готовы. Бьются не за творчество, а за жирный кусок пирога. Новое руководство скинем. Не творчество, а власть их интересует. Хватают все. Расцеловались и расстались удовлетворенные беседой. Чтобы скинуть руководство, понадобилось 6 лет. Сперва Михалков вошел в президиум Фонда культуры и лишь в мае 1993-го стал его председателем. При советской власти, при СССР, там была первая леди, и был Лихачев, и был Горбачев, и в фонде было там около 80 миллионов долларов, а тут
Все. И, наконец, он меня, так сказать, согласился принять. Борис Николаевич. Борис Николаевич. Никогда не забуду. Это просто... Тут нужно пояснить. Михалков дружил с вице-президентом Александром Рудским и в 1993 году публично поддерживал его во время противостояния с президентом Ельциным. Да, ну да, наверное, там какие-то общие слова. Но мы, да, так, ничего особенного, ничего, так сказать, не конкретно. До свидания. Я встаю, а у него только что мама умерла. Я говорю: Борис Николаевич, у меня опыт сиротства больше, чем у вас. Хотя я младше вас. У меня мама ушла несколько лет назад, а у вас только что. Вот культура для России – это та же самая мать. Если вы не поймете этого, то вы и Россию оставите абсолютно сиротой, как мы с вами. Он делает шаг ко мне и так меня. О. На парламентских выборах 1995 года Михалков вошел в первую тройку от партии власти. Тогда это «Наш дом Россия». А в 1996-м агитировал за Ельцина на выборах президента. Не переизбрать Ельцина сегодня – это значит всем нам, всему народу расписаться в своей беспомощности, в суетливости и в отсутствии исторической воли, государственного мышления и храбрости. Да-да, именно храбрости. В 1997-м он взял реванш и в Союзе кинематографистов. Вы помните, как он приходил в Союз? Ну, конечно, я помню. И вначале он же сменил Сергея Соловьева. Я помню этот момент, потому что мы с Сергеем сидели в зале уже тогда, когда был избран Михалков. Еще была одна наша коллега, рядом сидела. Зачем, говорит, ему это еще вот быть председателем этого союза? Ведь у него уже там 25 или если не больше всяких должностей. А на что Соловьев сказал: ну, этого никогда не мало. Говорит, сейчас вот он станет президентом Московского фестиваля. А коллега говорит: ну, может быть, все-таки он себе это оставит? Нет, вот это мне точно не оставит. Никита, ну, вы его не знаете, я-то его хорошо знаю. Но потом прошло время, его уже не хотели выбирать, но он уже тогда начал просто манипулировать всеми возможными способами для того, чтобы сохранить свою власть. А знаете, что произошло? Это попытка рейдерским путем ввести в союз кинематографистов либерально-атлантическую диктатуру с далеко идущими последствиями. Союз кинематографистов Михалков возглавляет почти 26 лет, дольше, чем его отец руководил Союзом писателей. А чтобы перечислить все должности Никиты Михалкова за эти годы и не усыпить вас, придется ускорить это видео. Председатель Союза кинематографистов, президент Российского фонда культуры, президент Совета Российского союза правообладателей, президент Московского международного кинофестиваля, председатель правления студии 3Т, художественный руководитель Центра театра и кино, ректор Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова, председатель попечительского совета Российской государственной академии интеллектуальной собственности, председатель попечительского совета конкурса «Святая Анна», председатель общественного совета при Министерстве обороны, председатель совета директоров компании «Синема Парк», председатель совета директоров группы «Никос», председатель совета Российского детского движения, член совета директоров Первого канала, член совета директоров Банка Возрождения, член Патриаршего совета по культуре, член президиума Всемирного Русского народного собора, член совета при президенте по культуре и искусству, член совета по кинематографии при Министерстве культуры, член комиссии Национальной академии искусств и наук России по движению российских фильмов на Оскар, член совета по информационной политике Союза России и Беларуси, член общественного совета Приволжского федерального округа по развитию Института гражданского общества, почетный член общественного совета при Следственном комитете, член попечительского совета фонда кино, член попечительского совета Отечественного футбольного фонда, член попечительского совета фонда Михаила Тривердиева, член попечительского совета фонда «Вольное дело», член попечительского совета фонда святителя Василия Великого, член попечительского совета фонда содействия кадетским корпусам имени Алексея Йордана. И наверняка что-то забыл. Если в советское время символом принадлежности Михалкова к номенклатуре был голубой «Мерседес», теперь стала синяя мигалка. Что далась эта мигалка-то? Я что, ее сам повесил, что ли? Но это не мигалка, а машина. Она принадлежит Министерству обороны. Поэтому успокойтесь. Когда будет надо, я ее отдам. А не надо, буду ездить. Потому что езжу аккуратно и делаю очень много полезных, надеюсь, дел. Одновременно росла бизнес-империя Михалкова. Его интересует буквально все. Лес, вино, алмазы. Не говоря уже о фильмах, которые продюсирует студия 3Т. Часто на госденьги. Вот декларация художественного руководителя театра киноактера Никиты Михалкова. В 2018 году ее опубликовал Департамент культуры Москвы. Цифры поразили всех.
За год Михалков заработал 529 миллионов рублей. Ему принадлежит почти 30 миллионов квадратных метров разной недвижимости. Земельные участки, жилые дома, апартаменты, квартира, дача, нежилые здания. А еще есть Нива, трактор «Беларус», вертолет и 2 записанных на жену «Мерседеса». На следующий год декларацию Михалкова публиковать уже не стали. Мем за барин. Ой, барин. Это эти люди, которые вкладывают отрицательный смысл в слово «барин», они, значит, по сути, по своей холопы. По природе раб. Живи, учись, гордись, мой сын, что ты советский гражданин. Поэма «Разговор с сыном» заканчивается пафосным напутствием. Спустя годы к этим словам Сергей Михалков мог бы добавить и кое-что еще. Вы с властями, Всегда были хорошие отношения. с генеральными секретарями вы были знакомы со всеми. Со всеми был знакомый, и со всеми были хорошие отношения. Но я никогда не шел какими-то окружными путями. Я никогда не был на дачах ни у кого, на квартирах. У меня никогда не бывали они. Я бы хотел отметить самое главное. Он, конечно, из большой российской настоящей творческой семьи. Но все, что он сделал сам. Особое отношение к президенту Михалков продемонстрировал еще в 2000 году, когда Путин только осваивался в Кремле. Ваше высокопревосходительство, господин президент, дамы и господа, дорогие друзья. Никита Сергеевич высоким превосходительством назвал. Тогда Путин решил вернуть старый советский гимн. Слова к нему 3-й раз за свою жизнь написал Сергей Михалков. Служим Отечеству. К юбилею Путина Михалков выпустил фильм «Тост». Все это он будет делать с достоинством, присущим мужчине и офицеру. С днем рождения. Потом подписал письмо с просьбой остаться на 3-й срок, стал доверенным лицом на выборах и в жизни. В этом Михалков напоминает уже не отца, а другого, очень дальнего предка. Я стою здесь, а мой прямой предок вот за стенами здесь, внутри Кремля, в 1615 году Константин Андреевич Михалков был хранителем государственной печати у первого Романова Михаила Федоровича, дедушки Петра Первого. Если верить архиву семьи Михалковых, их предок выполнял при царе несколько иную функцию. Вот документы сборника «Старина и новизна». Это 1914 год. Цитата. «Пожаловал государь, в постельничьих велел быть Константину Ивановичу Михалкову». Кстати, отчество предка и год Михалков тоже перепутал. А это очерки истории русского дворянства. В сан постельничего назначалось лицо не по знатности рода, а тот из придворных слуг, который обратил на себя особое внимание государя. Постельничий следил буквально за кроватью царя и охранял не государственную печать, а государев сон. Единственное, что теряется в потоке новостей и легенд, это фильмы Никиты Михалкова. После «Сибирского цирюльника» он снял 4 игровые картины. Ремейк голливудской классики «12» запомнился этой фразой. Русский офицер бывшим... Масштабное продолжение «Утомленных солнцем» и «Солнечный удар» по Бунину провалились в прокате, собрав разве что насмешки критиков. Но Михалков нашел этому логичное объяснение. Я попросил моих, так сказать, знакомых из службы внешней разведки, чтобы они просто посмотрели, так сказать, проанализировали. Это фантастический документ. Документ. Это гигантская политика. Гигантская. Такая, аж такая. Когда французская и английская пресса называет мою картину сталинистской, а это не важно уже, так это или нет. Это должно быть брошено в воздух. Это как информация. То есть это такое идет международное? Ну, конечно. Это что, как мировой заговор, что ли? Впрочем, кто теперь вспомнит режиссера Никиту Михалкова, когда есть мемы Никиты Бесогона? Свой блог он ведет уже 12 лет. Блогер Заднепроходов интересуется, когда вы собираетесь баллотироваться на пост президента РФ? Как только Заднепроходов станет передней.
Образ святого Михалков зарегистрировал как товарный знак. А может, нам не случайно эта пандемия дана? Через 3 года сидение у компьютера – это новая селекция, это новый народ, это новая страна, это новые люди. Почему 3 богатыря – это не 3 лесбиянки переодетые? Почему Мальвина не проститутка, а Буратино не гей-маньяк? Пошлость. Звенящая пошлость. До следующей встречи с Никитой Бесогоновым.